Всем доброго раннего утра. Как говорится, мир спит, а старый еврей работает. Итак, дорогие друзья, дело в том, что мои ритуалы, они помогают не только простому человеку, они могут помочь и практику. Во-первых, практик тоже может провести эти работы со своими пациентами, с людьми, которые обращаются к нему. Тогда это получится намного сильнее, потому что учитывается еще и сила, и опыт человека. И то, что его энергия привыкла уже к этим работам и к призывам сил. Потом, мои работы очень сильно облегчают работу практикующих людей, потому что наряду со своими работами с человеком, они могут дать эти ритуалы, то есть совместно проводить, и тогда результат будет лучше и сильнее. С некоторых пор я вела эту практику, совместную работу с человеком, который обращается. Потому что если человек хочет быстрого результата, то он должен сам тоже что-то делать. Другой вопрос, когда люди самостоятельно проводят чистки, они, естественно, дают результат, но не такой сильный, как твоя работа. А если делается совместно, естественно, это еще сильнее. Я помню, как человек написала, мы еще с ней даже не завершили работу, я пока еще с ней работаю. Она сказала: вы знаете, Инга, я сама проводила, у меня были, да, результаты, перемены и много хорошего. Но когда вы стали со мной работать, вот тогда я поняла, что такое препятствие. Потому что те результаты, которые я добивалась с помощью ваших чисток, оказались очень мизерными по сравнению с тем, насколько жизнь изменилась, когда вы начали работать. Объясню, почему так происходит. Я уже говорила и повторяюсь, чистки помогают человеку, у которого либо нет возможности пока обращаться, либо он морально не готов, либо подготавливают почву для того, чтобы окончательно очистить. Но есть такой момент, что если оно уже застарелое, очень старая порча, или не наведено профессионалом, а такое тоже есть. Основное количество людей, которые ко мне обращаются, дорогие друзья, в основном это люди, у которых печать с рождения или до рождения. И эти печати я вам объясняла и говорила. В основном и очень мало сейчас на самом деле приходят с настоящими работами. Приходят такие сильные вещи, сделанные, что аж волосы дыбом. Приходят, но мало. В основном это связано с родом, семьей. В основном это проклятие родительское, потому что мы знаем, что особенно последние 30-40 лет в мире что творится, у людей нет времени, и всякое случается, и браки распадаются, и дети остаются неблагословленными каким-то из родителей, да. Даже тот родитель, с которым они остаются, тоже не особо уделяет им время и внимание, лишает их любви, а иногда откровенно проклинает, что вы груз на моей шее. Это все отражается на судьбе людей, уже повзрослевших. Это в основном печати, но бывают и сильные работы. Почему сейчас редко? Потому что сейчас в основном, скажем так, ряженые. Ну вот, пожалуйста, сегодня вы увидели еще одну особу, которая сидит, пишет: я ращу ребенка одна, мне деньги нужны, то есть ворует мои работы. И это считает нормальным. Человек, который не имеет никакого отношения к магии, сидит, жалуется на свою жизнь. Завтра кто-нибудь придет, кого-нибудь облапошит, да. Вообще я не понимаю таких дур. Объясню почему. Потому что если ты берешь работы известного человека, рано или поздно тебя поймает за руку. И сколько бы ты ни гавкала, не пыталась себя таким образом защитить, обливая этого человека дерьмом, которого воруешь, не имеет значения. В любом случае, люди уже поняли, кто ты есть. Намного для них выигрышные, если они возьмут там интернетные нейтральные работы, хотя бы что-нибудь там копейку заработают.
Потому что им стоит взять мои работы, их жизнь рушится, люди узнают, все, больше к ним нет недоверия, ничего, и начинается преследование. Им приходится либо удалить этот канал, по новой создавать, либо закрывать. Но в любом случае им это ничего не приносит, кроме нервотрепки. Это все равно, как, знаете, извиняюсь за сравнение, выйти на сцену, спеть песню «Миллион алых роз» и сказать: это я написал. Все тебя высмеют. Но если ты скажешь, что это песня Пугачевой, то, естественно, люди воспримут это спокойно и нормально, потому что они эту песню очень хорошо знают. Это слишком хорошо меня знают люди, и слишком много людей, чтобы можно было долгое время моими работами дурить народ. Это нереально. Поэтому я советую вам, если хотите кого-нибудь обдурить, не берите мои работы, они узнаваемы. После того, как вы взяли мои работы, к вам уже серьезного отношения быть не может. Они сразу люди поняли, что вы обманщица. Все, этим сказано. Так вот, в основном, дорогие друзья, сейчас вот подобные личности. А подобные личности ничего делать не могут и не способны. И именно поэтому я говорю, что сильные наведенные вещи редко встречаются, но есть такие вещи. Есть люди, которые берутся, делают. Я считаю аморальным как бы затрагивать человека невиновного, но не все так считают. Есть у них сила. Вот озлобились они на людей. Я не сижу, не сужу их и не как бы и не хвалю. Я не батюшка, я человек, который занимается магией. Сделали, работают, сильные, ну и отлично, значит, хорошие мастера. Теперь надо снимать. Так вот, эти работы, эти ритуалы помогают людям и тем людям, которые практикуют, облегчают их задачу, потому что совместно работая с ведьмой и делая мои ритуалы, усиливается эффект намного больше. Но я хочу сказать для тех людей, которые воруют мои работы, они вам ничего хорошего, приятного не принесут, потому что эти силы подарили их мне, и через меня подарили людям, а не через вас. Воруя мой труд и отдавая кому-либо, знаете, многие подумают, как хорошо, я сейчас возьму ее работы, буду отдавать, а потом все подумают, что это моя сила, что это я помогла, я сделала, за счет нее вот я прославлюсь как ведьма. Не получится, дорогие друзья, не получится, потому что то, что своровано, оно не принесет, особенно в магии. Вы должны знать, есть такой момент вселенской справедливости и равновесия. Ты эти силы не обманешь. Дело в том, что вы магию не всерьез воспринимаете, вы сами не верите в магию, поэтому полезли, поэтому нарушаете эти законы, поэтому затрагиваете ведьмы, не понимая, насколько опасно и насколько дорого вам и вашим детям это обойдется. Вы не понимаете этого. А вот я знаю несколько случаев, где дети горели заживо. Очень жаль, конечно, но так получилось, когда человек воровал мои работы и продавал, и в итоге у нее случилась такая трагедия. Но она же не придет, вам не расскажет. Просто исчезла со всех каналов, сайтов и до свидания. Вот вас должно уже довести до этого, чтобы вы поверили, что это реально. Поскольку вы сами никто в этой сфере, вы думаете, что все такие же. Каждый ведь судит по себе, понимаете? Вы всерьез не воспринимаете магию. Вы думаете, сворую, дам людям, люди сделают, у них все получится, а я скажу, это моя сила. Не получится. Мои работы получаются только у тех людей, кто меня уважает, кто ко мне хорошо относится. И я это не вижу, но силы это увидят. Они вас накажут за неуважение. Не уважая автора, создателя этих трудов, вы через эти труды ничего не сможете в своей жизни изменить или заработать ни копейки, если вы этим зарабатываете. Я вас уверяю. Но ничего не получится у вас. И у людей, которые возьмут через вас, не зная, чьи это работы, у них тоже ничего не получится. В итоге вы дойдете до разорения, а эти люди найдут меня и узнают, что вы их обманули. Вот это все, и этим кончится дело. Теперь, дорогие друзья, если сделаны эти вещи непрофессионалом, крадник и прочее, то оно снимется этими работами, потому что эти работы очень сильные. Почему я обозначаю сильные, очень сильные, просто чистки? Не потому, что один там хуже или другой лучше, нет. Просто есть чистки, которые срабатывают у людей, у которых в данный момент, знаете, вот не очень страшные вещи. Есть чистки, которые сработают у любого человека, хотя бы на время отсрочат вот эту тяжелую ситуацию, пока человек придет в себя, осознает и так далее.
Бывают моменты, когда люди приходят ко мне, вот они умирают. У них уже, они на пороге смерти, и они умирают. Или их дети, ну, взрослые уже. Вы знаете, что болезни я берусь снимать. Лечить нельзя, лечат только врачи. Снимать, облегчить участь, усилить человека абсолютно даром. Но когда это взрослый человек, и там не болезнь, а наведенная смерть, то я имею полное право брать за это плату. Это нормально. Но, знаете как, я ценю свой труд, но я никогда не пользуюсь ситуацией. Сейчас объясню, к чему я говорю. Я говорю о чистках, что человек сделает чистки, придет в себя, осознает более осознанно, более спокойно, уже поняв, какой результат может быть, спокойно придет к тебе, оплатит твой труд, и, значит, ты ему поможешь. Вот в этом случае, например, женщина отправляет фото своей дочери, которую изводят, убивают. У нее смерть. Натурально видно по ней, какая она стала костлявая, никакая бледная, абсолютно никакой человек, очень удачливая, красивая девушка была. Я могу взять за это плату и снять эту смерть. Я уверена в своих трудах, в своей работе. Только уверенный человек назначает плату. Но я не хочу пользоваться ситуацией. Я знаю, что от безысходности человек отдаст последнее и придет. Сколько бы я... Вот совести хватит, хоть и дом попрошу, мне дадут. Но я делаю по-другому. Я говорю им, 2 недели время, я беру фотографии вашей дочери, работаю с ней. Когда я ее оживлю, приведу ее в порядок, потому что смерть снимается с откупом, по-другому нельзя, иначе я свою жизнь отдам или жизнь кого-нибудь из моих родных. Это неправильно, глупо. Многие знахари так отдавали жизнь своих детей, не понимая почему. Не то, что не понимая, стеснялись брать плату и вот отдавали в жертву своих детей. Много было таких случаев. Если сила смерти пришла, она должна забрать жертву. Вы должны как-то пострадать, дорогие друзья. Хотите этого или нет? Но если вы не платите, я заплачу за вас. Я плачу много раз за многих людей, которым я помогала даром, которые, знаете, потом ищи, как ветра в поле, сдуло. Заплатила я. У меня были непредвиденные расходы большие. Много чего. Не буду сейчас рассказывать. Я расплатилась за них обязательно. Так вот, я говорю следующее. Я оживлю вашу дочь, приведу в порядок, и когда вы увидите это, вот в трезвом разуме, спокойно зная, куда вы идете, кому вы идете, вы придете ко мне. Всегда приходят. Потому что я уверена в себе. Поэтому нечего тут, понимаете? То есть вот снятие вот этого смертельного случая дает человеку возможность понять, уже подумать трезво, не вынужденно прийти от безысходности, а просто уже продумано, да, точно, она может нам помочь, мы идем, оплачиваем и начинаем работать. То же самое здесь. Эти чистки могут отсрочить, очистить ваш разум, привести вас в нормальное человеческое состояние. Вкус приходит во время еды. Когда у человека все плохо, плохо и плохо, он не понимает, что такое хорошая жизнь. Он не стремится к этому. Знаете, это как болото затягивает. Человек привыкает жить скотской жизнью. А когда ты его вытаскиваешь и показываешь, что можно по-человечески жить, у него стремление от этого избавиться, и он придет к тебе, чтобы избавиться от этого окончательно. Вот для чего чистки. Кому-то они помогут окончательно избавиться, кому-то отсрочат, кому-то дадут возможность прийти в себя, осознать, что нужно от этого избавиться и окончательно закончить. Получить возможность и финансово, и морально прийти и убрать это. Понимаете? Итак, Пуся храпит, как старый дед. Вот это сильная чистка от невезения и неудач. Когда постоянно у вас что-то случается, на последней минуте что-нибудь да случится, как-нибудь да закроется. Проведите этот ритуал. И вообще мой совет, с кем я работала, не имеет значения. Периодически делайте чистки. Люди завистливые. Чем вы ярче, чем вы интереснее, талантливее, чем больше вы хотите от жизни, тем больше зависти будут вокруг всегда. Вам окончательно никто ничего не сделает, если уж я поработала с вами, это уходит навсегда. Но в любом случае делайте иногда ритуалы чистки.
Очищайте эту отрицательную энергетику, сбрасывайте себя, чтобы спокойно жить. Теперь берете такую емкость, можно баночку, вот эту вот баночку кофе я использовала, потому что она удобна, закрывается потом легко. Булавки или все, иглы кидаем туда. Это очень сильная работа, и она отлично уберет неудачи с вашего пути или людей, которые пытаются эти неудачи постоянно создать вам. Ну, штук 10 достаточно, 12, 13, сколько вы хотите. Не особо загружайте эту банку, потому что там еще много чего надо. 3 восковые свечи. Так, вниз спустим. Соль – это ваши переживания, слезы, боль, состояние души. Пускай рассыпется, ничего страшного. Вино – это кровь, энергия жизненная, которая уходит на все эти нервотрепки. Немного перемешали. Берете свечу восковую, потому что воск – это природный материал, он снимает с вас и очищает все это туда, скидывает. Капаете свечу туда. Восковых свечей несколько подготовьте, достаточное количество, чтобы все это туда накапать. Когда прочитали 6 раз этот заговор, накапали все свечи туда. Ну, рассчитайте, чтобы у вас слишком много не было. Потом эти свечи должны догореть. Вы их тоже кидаете туда, закрываете. Черную материю, значит, завязываете. И вам нужно это кинуть либо в воду, либо закопать. Если сделаете зимой, эту банку куда-нибудь закройте, где-нибудь спрячьте до того времени, пока придет момент, чтобы вы это закопали или кинули в воду. Если разобьется, не страшно, просто переделайте. Оно потеряет половину своей силы, но не совсем потеряет, скажем так. Оно уже очищено. Просто ритуал надо завершить в конце. Если кинете в воду, значит, вместе с ним киньте 6 монет. Если закопаете, положите сверху 6 монет, скажите: откупаюсь от невезения и неудач, и уходите. Точно так же говорите, когда кидаете в воду. Ну, пока еще можно и в воду кинуть, и закопать. У себя в огороде не рекомендую закапывать. Закопайте где-нибудь в другом месте. Если кто найдет и так далее, это не имеет уже никакого значения. Вы отдали, откупились, все, дальше не ваше дело. Дальше ничего не случится, даже если найдут, оно уже сработало, получилось. Копаем туда и говорим эти слова. Там есть очень много слов-ключей, и поэтому она сработает очень быстро и хорошо. Если будет свеча коптиться, гореть, даже тем, кому я делала чистки, не надо пугаться. Черная энергетика у нас всегда есть, а иногда воск не очень, скажем так, качественный, такое бывает. Но черная энергетика у нас у всех есть, дорогие друзья. Как бы там ни было, мы набираемся этой зависти. Поэтому если оно почернело, не надо вот глаза делать такие жуткие. Итак, море черное волну поднимает, берега свои каменные омывает, черные духи да древние силы в той черной воде, в той мутной воде. Море черное от людских слез, море кровавое от крови невинных, имя тому морю горе горькое, беда беспросветная, тоска несусветная, маята маятная, суета суетная. Посреди моря черный остров, на острове том девица, Горемыка, великомученица, нищебродная, невезучая. Крикну я ей через море: эй ты, Горемыка горемычная, из рода моей ты, дочь суеты, внучка тоски и нищеты. Можешь ли ты море смутить, да камни сгрызть? Ответит она: только судьбы грызу, только души извожу, а море не смогу смутить.
Тогда отправлю я через море старца седовласого духа древнего и спрошу его: старец могучий, сможешь ли ты море смутить да камни сгрызть? Ответит мне старец: не могу я море смутить да камни грызть. Но загрызу я горемыку из рода маяты, дочь суеты, внучку нищеты. Буду ее грызть, да огнем спалю, начисто изведу. И сгрызет старец горемычную маяту и суету и всякую мою беду. Сгрызет и спалит горемыку, а заодно и с меня снимет, очистит и вычистит всю скорбь несусветную, насланную, напущенную, ветряную, костяную, внутреннюю, суставную, кровавую и всякую. Вернись тому, кто напустил, мужик али жинка, все едино, накажи его, отомсти ему, где навели, али само пришло, али я подобрала, все через того старца с меня снято, огнем спалено, на том острове навеки оставлено. А я очищена, обновлена, заново рождена. Да будет так. Ключ, замок, язык. Заклято. О, голова кружится, если честно. Фух. Сейчас докапаем эту свечу. Раз уж начали. 6 раз надо читать, как скороговорку. Ничего страшного, если вы там собьетесь. Продолжайте читать. На 6-й раз у вас немножко помутнится. Поэтому осторожнее с огнем. Далее закрывайте эту крышку. Вот. Черной материей надо завязать. И сделать, как я сказала, или бросить в воду. Но, значит, вода должна быть стоячая, не река. Пруд, озеро, болото. Что угодно, но вода, чтобы она не протекала. Потому что вода, которая двигается, она открывает судьбу. Здесь мы очищаем, убираем невезение. Это невезение должно быть захоронено, закрыто в закрытом пространстве, чтобы оно не распространялось. Понимаете, ключ – это и есть правильно делать ритуал. Правильное время, правильные слова и так далее. Значит, делаем это в темное время суток, выносим на следующий день. Можно ранним утром, можно вечером уже, когда солнце садится. Оставляем 6 монет, откупаюсь от невезений и неудач. Отвернулись и ушли. Закопать не у себя в огороде, еще раз напоминаю. Это должно быть от вас дальше. Вы убрали из своей жизни это все. Оно должно быть убрано как можно дальше. Всем удачи и живите честно. Честные люди, они спокойно спят. Да, извиняюсь, я еще должна подождать, пока свечи догорят. Я рано закрыла. Эти свечи тоже должны кинуты туда. Все, дорогие друзья, всем удачи и всех благ.